Всем привет! Я в этой Америке уже, гроши просто сквозь пальцы просачиваются. Поэтому всю эту неделю мы будем питаться с вами объедками. Что ты сделала со мной, о великая страна Америка? В Америке, как и во всем мире, есть одно замечательное приложение, которое позволяет тебе доедать ту еду, которую не доели в ресторанах, кафе, магазинах. Ты приезжаешь и забираешь супербокс, это секретная коробка, в которую тебе складывают все, что не успела съесться за день. Это обычная еда, у которой, возможно, просто потерялся товарный вид, или у нее выходит срок годности завтра. Ажурки вот такие. Это очень выгодно и разумно, особенно в реалиях, в которых люди живут в Америке. Вместо одного пончика за $10 вы можете получить целый бокс, в котором будут разные булочки, разные пончики, всего лишь за $6. Моя подруга вообще была фриганом. Фриганство — это когда ты можешь просто с фудкорта забрать остатки еды, которую не доели люди. Например, картошка фри, в которой не хватает всего несколько картофелинок. Или целый стакан кока-колы, который решили обновить в последний момент и поняли, что уже не осилят. Что в этом плохого? Это разумное потребление. Поехали! Если вы думали, что здесь будут только всякие китайские чифальни, в которых отдают какие-то объедки, то вы глубоко заблуждались. Я в Blue Bottle. Hello, I'm from the pickup from the Too Good To Go. Oh, you from the Too Good To Go? Yeah. Очень интересно, я умираю. Ура! Объедки! Недавно я поучаствовала в одной очень классной штуке. Мне написали ребята из Skillbox и предложили дать реальное задание их студентам курса AI Creator. Мне идея сразу понравилась, потому что это реальный бренд, живой кейс для ребят, реальная задача и ощутимый результат. Если вы еще не слышали про эту профессию, то AI Creator — это человек, который с помощью нейросетей создает контент для брендов и бизнеса. То есть тексты, картинки, видео, аудио, все вот это. Сейчас такие специалисты очень востребованы и могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Короче, ребятам нужно было поймать вайб моей кафешки Муси с моими вот этими лавандовыми цветами, анимешным настроением, пудингами и спешл напитками, а потом сделать афиши, которые я реально буду использовать для продвижения своего кафе. Я офигела, потому что я получила 35 работ, и они были просто офигенными. Я мучилась час и не могла выбрать победителя, потому что ребята не просто что-то там создали с искусственным интеллектом, не просто что-то сгенерировали, а реально попытались разобраться в моей атмосфере, в атмосфере Муси. Но победитель все-таки был выбран, это Олеся Меркулова, и теперь мы используем ее работу у себя в аккаунтах. И, наверное, это лучше всего показывает, почему мне понравилась идея курса, потому что это не просто теория ради теории или задание для галочки. Здесь обучение строится на практике. Каждый модуль помогает освоить реальные рабочие процессы. От идеи генерации контента до готового результата. Вы изучаете более 30 AI-инструментов и собираете портфолио из 16 проектов. Плюс доступ к материалам остается навсегда. Это очень важно, потому что в мире и им все меняется буквально каждый месяц. А по моему промокоду Мадрид у вас будет скидка 45% и курс на выбор в подарок. Переходите по ссылке или же вот по этому QR-коду и получайте новую профессию. Кто знает, может быть, в следующий раз я буду выбирать уже вашу работу для Муси. Значится, я вообще мечтаю забрать IKEA бокс. IKEA находится буквально в 10 минутах от моего универа, но здесь есть один прикол. Дело в том, что IKEA отдает свои остатки только в 10 вечера, а пары у меня заканчиваются в 7. То есть, не буду же я 3 часа сидеть и ждать эту IKEA. И тут, на самом деле, так почти во всех ресторанах. То есть, где-то с 8 вечера, с 9 вечера пикап. Если это какая-то пончикная или кофейня, они закрываются типа в 6 вечера, то пикап с 5. Но одними пончиками сыт не будешь. Давайте посмотрим, что мне Blue Bottle положил. Этот бокс стоил у нас $6. Обещают нам очень хорошие объедки. Blue Bottle в целом не может быть плохим. Я, если честно, надеюсь на то, что мне туда положили какой-то авокадо-тост хотя бы, потому что, я сладкое, не знаю, люблю, конечно, но... Ебать, вы что, это мне на неделю? Ёлки-палки, вы чё? Вот такое количество еды мы получаем за $6. Обычно $6 стоит только одна позиция из всего этого безобразия. Первая позиция — это вот такой вот скон. Кто шарит за этот десерт, ставят лайк. Я очень люблю сконы, он как будто не сладкий, он как будто с солью и очень мягкий. Я его сломала, и весь стол теперь в крошках. Угу. Очень прикольно, солененькая булочка с какими-то специями. Такая, немножко пустоватая, конечно, но... Извините, $6. Следующая позиция у нас опять вот такой вот скон. Я так понимаю, что он уже у нас сладкий, потому что он как будто с клюквой. Такой развал. Разлом, хотела сказать, ну ладно, развал тоже нормально.
Вот эта тема. Клюквенный прикол. Клюквенный угар. Слушай, это мне нравится. Ебать. Я же тебе всегда буду тут питаться. Лучше им закрыться бы. Следующая позиция. Это вот такой вот огромный, просто мега-круассан. Мега-босс в этой игре. Мне кажется, что он пустой. Боже, он же мягенький вообще. Из него можно было плоский круассан сделать. Зачем же они так отдали его почти бесплатно? Потрясающе. Очень хороший свежий круассан, вообще не похоже на то, что он лежал, типа, там, несколько дней. Во второй у нас штучки тоже круассан. Я так понимаю, что он тоже пустой, поэтому мы его не будем пробовать, мы его лучше домой заберем. И последняя позиция, это вот такой вот, как я понимаю, пан о шоколя, потому что я вижу шоколад, меня не обманешь. Внутри горький шоколад, цельные кусочки, вообще мне нравится. Вот это и клюквенный угар, мои любимые позиции. Едем дальше. Итак, друзья, day 2. Мы сегодня с вами едем забирать сюрприз-бокс за $5, даже $4.50. Это важно. Мы едем забирать бокс из матча заведения. Я увидела, когда его, и там было написано «Осталось одно». И я такая, мы берем это. Блядь, сейчас, подождите. Выезжаю на высокоскоростную трассу. Мы приехали вот в такое матча заведение. Вот оно, кафе матча. Выглядит, ну, просто свэг. Давайте посмотрим, чем там торгуют и что нам дадут. Бля, я хочу, чтобы мне дали это все. Hello, I'm from Too Good To Go for the surprise box. Просто посмотрите на эти булки. У них есть ходича Apple галет, типа ходича яблочная, получается, булочка, мисо cinnamon roll. Я в шоке, девочки и мальчики. Ёлки-палки, мне кажется, мне сюда нужно будет вернуться, потому что у них есть матча фисташио butter toast. Это типа матча тост с фисташкой. Вау. О боже, это выглядит потрясающе. Эти цвета, они сводят меня с ума. Забираем вот такой замечательный пакетик. Don't you mind if I talk a little bit? Sorry. Очень увесистая вот такая коробка раз, легенькая. Давайте начнем с тяжелой артиллерии. Тут есть эта булка, которую я хотела. Короче, здесь у нас вот такая булка с корицей, очень мягкая. С кремом она подается. И вот это ходича. И это, как я понимаю, это ветчина и японский карри. Это первый, получается, прикол, который нам попался не сладкий в Too Good To Go. Короче, я поняла, это приложение, это чисто авиасейлс в мире еды. Вот вы спрашиваете, финансовая грамотность, да? Купил объедки за $4. Взял билеты на авиасейлс. Вот тебе и секрет бесконечных денег Лиза Мадрид. Сколько мы сэкономили? 7,5 плюс 6,5 плюс 6,5. Ребята, это бы стоило $22. Мы сэкономили $16. Я в шоке. Очень вкусно. Это пиздец. Я клянусь, я вкуснее булки в жизни не ела с корицей. Жопу ставлю. $4. Ходича булочка. Это очень вкусно, это очень много начинки, и оно совсем как бы не на выброс, то есть это не leftovers. Это как будто приготовили сегодня. Это еще можно продавать и продавать, это еще можно завтра ее в плоскую превратить и продавать как плоскую булочку. Как помните тот плоский круассан из Барселоны? Хочу комплимент сказать. I just wanted to say that this is the best place from Too Good To Go I've ever tried. The food is amazing, especially this cinnamon roll. Oh my god. Okay. Leave it here. Что же будет дальше? Ребята, что-то свыше, видимо, очень хочет, чтобы этот ролик удался. Потому что я нашла IKEA Breakfast. И сейчас у меня есть ровно 45 минут, чтобы доехать от университета до IKEA, взять эти объедки и еще и вернуться в универ. Боже, лишь бы успеть. Смотрите, на какие жертвы я иду ради этого ролика. Если вы до сих пор не поставили этому видео лайк, я прямо сейчас прошу вас перейти и на кнопочку нажать заветную. Потому что если я опоздаю на пару, даже на 1 минуту, мне поставят absent, типа отсутствует. Но мы будем присутствовать, потому что у нас спидран присутствует. Итак, ребята, я забрала. Это очень интересно, потому что я никогда в жизни вообще не ела IKEA завтраки. Я вообще не знала, что они существуют. Мне дали вот такие вот 2 коробочки. Коробочка раз, коробочка 2. Вот это явно горячее. Я прям чую, что с пылу с жару все это было сделано.
Блядь. Как вам такой бокс? Просто жареный бекон, картошка и омлет. И лот номер 2. О, гаш! Это то же самое, но сверху с блинчиком, с вареньем каким-то клубничным, прикольным. Это мы уважаем, это мы любим. За эти 2 бокса я отдала $3. Bacon and eggs, bacon and eggs. Not bad. Омлетик, за ваше здоровье. Очень хороший ППшный такой омлет. Как в школьной столовой. И с картошечкой. Боже, эта картошка. Это чисто как картошка по-деревенски на вкус. Но по текстуре она мягче, чем картошка по-деревенски. Без корочки вот этой. Попробуем блинчик. ЧД. Я ради блинчиков с вареньем готова на все. Блинчик с брусничным вареньем. Good. Короче, я посмотрела. Medium breakfast у них стоит $6. 5.50. Маленький breakfast стоит 2.50. А я взяла и маленький, и большой за 3. Well done. Я в этом влоге первый раз с тобой встречаюсь. Подожди. Короче, в этот раз я привела Еву есть объедки. У нас вот такое тут заведение, написано Эхо-парк Пикап. И сюда, походу, приносят абсолютно все объедки. И вот видите, девушка тоже за объедками пришла. Здравствуйте! Мужчина тоже пришел. Короче, сейчас будем делать обзор на вот такой вот замечательный пакет. Кстати, тяжелый, увесистый прям, слушай. Сними меня, пожалуйста, в каком я виде приехал. Ходит на пилатес за $150 в месяц и ест объедки. Смузи из Ревона $25, ребята, окститель. Защита от детей выключена. Ева, сейчас мы тебе... Подожди, бустер я тебе не положила. Бустер? Да. Ну, поняла, детское кресло. Бля, у Лизы постоянно дверь закрывается, она садится в машину и просто вот так, типа, сидит. Я дергаю за ручку, она сидит. Я думаю, блядь, нормально вообще. Смотрите, книжечку вот для ребенка как раз такая. Это мне вчера в Чик-филе дали. Я как будто только что родилась. Головастики. Головастики едят объедки. Это мой уже 3-й заказ. Нихуя себе. Бам, бам. Сие чудо вышло нам в $9. Это вот столько. Вот столько, значит. И здесь у нас вот такие вот роллы с греветгой. Большие, сочные и вкусные, наверное. Ну, за 650 рублей, бля, знаешь. Давиться и плакать. Я буду давиться и плакать. Ёлки зеленые. Реально зеленые, смотрите. Сейчас все вывалит. Смотрите. Выглядит не очень аппетитно, согласись. Ну вот. Почему? Я вот целый день не ела, это выглядит очень аппетитно. Ты ничего не ела весь день? Ну, я только с утра кушала. Боже. Ты говорила, что ты не будешь есть. Мы утром ели на съемках очень много. Наш препод принес нам бейглы, потому что был День Святого Патрика. Спасибо Святому Патрику за бейглы. Короче, поехали. Проблема в том, что я вообще не голодная, и у меня изжога. Че, реально? Боже, попробуй этот огурец. Клянусь, это очень вкусно. Это реальное дерьмо. Скажи за 650 рублей. Прикинь, соседи мой заходит, птицу видит. Дерьмо ёбнутое. Идите мимо. Это что? Алис, курица. Да? Крыса. Да? Ну, за 600 рублей. Я в ахуе, зай. Да ты что у нас такое? Крабик. Мы дойдем до крабика, потанцуем крабика. Слушай, Якитория в ахуе с такого. А сколько сейчас роллы в Якитории стоят примерно одни? Одна вот такая вот, Я типа. не хочу в Якиторию. Куда ты хочешь? Роллы я вообще не заказываю практически. Потому что жёстких не любит. В среднем роллы, ну, типа, 1600, 1700 большого стоит, допустим. Ну, такой, типа, средний. Боже. Это ж куда вы заходите, да? Жалко, только десерт не дали. Это уже я что-то подохуела, да? И авокадо свежий. Короче, 8 из 10. А я бы десяточку поставила. Потому что ты не ела неделю. 600 рублей, Лиз. Я экономила сегодня деньги. Я такая еще еду в машине. Поем, сэкономлю. Я машину заправляла 10 минут, на меня уже люди вот так смотрят. Не могла разобраться опять? Если долго мучиться, что-нибудь получится, правильно? Если ты что-то делаешь по жизни, и тебе это легко дается, значит, ты ничему не учишься. А если ты стоишь на заправке 15 минут, значит, ты по-любому чему-то Самое научишься. главное, чтобы в конце вот ты, вот, допустим, сделал, что-то у тебя получилось вот так сделать. Я стою. Бля, мы как больные, да? В зрачок смотрю. А там... Вкусные роллы.
Дорогие друзья, мы летим просто на всех парах, на всех крыльях ночи, потому что я взяла в Too Good To Go себе и Кате 2 acai боула. Ну, наверное, там будет 2. Короче, стоило это $5. Я увидела этот оффер, и я такая: Катя, срочно, мы должны бежать. Мы же обожаем acai боулы, мы же fucking healthy, protein girls, и нам нужно срочно ехать за этими acai боулами, тем более, что они находятся недалеко от Катиного дома. Это же вообще роскошь. И такси, и боулы поесть. Закрывается, если что, в 4 это богадельня. Пишут, что мы приедем в 3:56. Итак, смотрите, у нас вот такая Катя. Вот такое вот место, значит. Тут очень большой выбор. Тут даже есть эмпанадосы. Эмпанадосы — это такие, знаете, как... Вот помните, мы в Аргентине с Диной ели такие треугольнички, мексиканские, испанские, с разными наполнителями. И здесь ты сам себе, получается, крафтишь вот этот вот acai боул. Но выглядит место хорошо. Типа, знаете, не объедочное. Короче, друзья, написано, что мы получаем что-то, что стоило бы $16. А Выгода $10. Выгода $10. Он горячий. Круассан. Такой горячий круассан. Немножко недопеченный, да? Ну да. Такой, который покупают обычно в магазинах и в печке сами делают. Или в вафельнице. Да, вот это он. Ну, вкусно, блин. Ну, вкусно, блин, да. И только один боул. Смотрите, какая байдурина. Вообще огромная. Фудблогерство, чек. Итак, вот такой у нас acai боул. Выглядит сочно. Сочно. Я так понимаю, что это овсянка прожаренная сверху. Бананы, клубника, миндальные лепестки. Миндальные лепестки. Да. На одного такое это прям Too much. too much. Пробуем. Ой, он такой холодный и замороженный. Он прям очень холодный. Да. Угу. Слушай, вкусно. Вкусно? Ну, я люблю, когда он такой замороженный, на самом деле. Мне не нравится, когда он прям смузи. Мне кажется, acai должен быть холодным. И вот такие прям цельные лепестки миндаля. Это очень хорошо. Правда, Да. у меня аллергия на миндаль. Да? Это очень плохо. Ну, знаешь, везде плюсы и минусы. Конечно. Вы такого нигде не найдете, больше никогда. Ну, в Америке точно. Да. Минимальная цена за роллы $15. Мы ходили с Аму, моим одногруппником, в Little Tokyo, и мы были здесь в заведении Кура Суши, где вот эти роллы крутятся. Сейчас фотки повставляю. Мы сходили в это заведение, он, конечно, охуел с того, что одна порция роллов, там по 2 ролла дается. 2, именно суши 2. Просто рис и рыба. $4,5. А в Японии 0,80 центов. И он такой: «О май гад, this is so expensive». Но он все равно там заказывал на... Очень мило У было. нас тоже непростой. $59. So cheap. So cheap. What? Oh wait, there you go. It is a sushi party. Look, it's a sushi party, bitch. Аму не пальцем деланный, я вам говорю. Но я у него дома таракана недавно убила. Бывает. Кать, клубника, кстати, вкусная. Я не ожидала. Она как будто с огорода, типа, знаешь. Все свежее, все вкусное. $5. Ребят, еще круассан, блин, в придачу. Еще... Это, мне кажется, это для видимости они создали, чтобы много прям всего. Да, еще круассан. Могли бы еще что-нибудь положить, не знаю. Могла бы еще накинуть нам, не знаю, Лист салата, Да, качан сверху. капусты, да. лука. Слушайте, короче, overall ставлю оценку, ну, наверное, сколько, за $6, 10 из 10, да. Ну что, ребят, это было все, вот такой ролик у нас получился. Что я хочу сказать? Мой conclusion. Возможно, самая лучшая еда — это не самая дорогая, и не та, которую вам выносят в ресторанах Мишлен, а та, которую вообще удалось спасти. И оказывается, иногда самые интересные блюда не хранятся где-то на самых дорогих полках Эривона, а в пакетах с надписью «Заберите до закрытия». Всем большое спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте мне, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Это было очень уютно. А я пошла в Эривон покупать себе кофе, потому что мне сейчас надо ехать на пары, и сейчас я буду пить кофе за $8 и плакать, и давиться. Пока.